Добрый вечер. В Москве сейчас 20 часов понедельника. Как всегда в этот день, и как все последние 20 лет, я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Это программа «Полный альбац». Теперь она после закрытия «Эхо Москвы», она идет уже который год на YouTube-канале журнала The New Times и на моем личном канале. Так что вы можете смотреть его по YouTube. Для тех, кто находится в России, у кого не тянет YouTube, теперь можно смотреть на Бутси. В прямом эфире там требуется какая-то минимальная подписка, мы поставили 10 рублей. А если вы смотрите не в прямом эфире, а в записи, то это совершенно бесплатно. Во всяком случае, это пока какой-то выход борьбы со всеми этими блокировками. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это все очень важно для продвижения этого канала. Сегодня это первый эфир 2025 года, я была в Техасе, об этом я отдельно вам расскажу, очень интересно, летала на всякие нефтяные поля на запад Техаса, в городок, который называется Одесса, именно так. Ну вот, но об этом отдельно. А сегодня у нас два замечательных гостя. Два Андрея Владимировича. Один Андрей Владимирович Козырев, министр иностранных дел РСФСР, а потом Российской Федерации с 11 октября 1990 года и по 5 января 1996 года. А после этого Андрей Владимирович Козырев был депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. И второй Андрей Владимирович, которого вы хорошо знаете, Андрей Владимирович Колесников, колумнист The New Times. И посмотрите, как раз сегодня опубликована его, как всегда, в понедельник, его колонка, которая касается непосредственно темы нашего сегодняшнего разговора, а именно, чего ждать и какие риски нас ожидают в 2025 году. Андрей, привет. Среди журналистов не принято обращаться друг к другу по имя-отчеству. Привет. Привет. Всех с Новым годом, с прошедшими праздниками. Итак, 2025 год. У меня вопрос вам обоим. Ваши ожидания от 2025 года, вот какие главные ваши ожидания, с чем связаны ваши надежды и риски 2025 года, с чем связаны ваши опасения? Андрей Владимирович Козырев, давайте мы с вас начнем. Не знаю, мои надежды связаны с тем, что будет меньше политики, основанной на надеждах. Надежда – это всегда хорошо, это оптимизм как бы, но у меня такое впечатление, что в последнее время преобладает вообще политический анализ, и даже уже как бы дело идет к действиям политическим, которые основаны не на анализе реальных каких-то фактов, серьезных проблем и, соответственно, приводят к несерьезным выводам, а это скорее вот такие надежды, обещания, надежды всякие и так далее. Это вот не хотелось бы, чтобы эта тенденция установилась, в том числе и в Америке, особенно даже, может быть, в Америке. Ну, а вообще, конечно, всегда надеешься на то, что, наконец, войска будут выведены из Украины, Украина будет предоставлена самой себе, то есть свободной. Ну, а дальше, мне кажется, все остальное, это уже как бы даже и мечтать не хочется. Это главное. Но и с этим связан главный риск, что вот эти политические заявления, основанные только на пожеланиях, надеждах, пожеланиях, они могут и быть не подкреплены достаточной силой, и поэтому, я имею в виду стороны Америки, Запада, и поэтому моя надежда на освобождение Украины не состоится. Пессимистично. Андрей Колесников. Знаете, здесь, когда, собственно, наступал Новый год и шли всякие праздники, люди поздравляли как никогда активно друг друга с пожеланием мира. И, судя по всему, надежда, она присутствует. И, собственно, главная надежда, она на мир.
возможно, без рационального как бы, какого-то анализа, насколько он возможен, что будет, если закончится горячая фаза этой самой спецоперации и закончится ли внутренняя война, как бы, так сказать, собственным народом с остатками гражданского общества, скорее всего, нет. Режим не изменит свою природу, но тем не менее хочется вот, чтобы закончилась сама бойня, да, само физическое действие. И эта надежда, она очень заметна. Другой разговор, что дальше начинается, собственно, анализ возможностей этого самого мира. И здесь мы всякий раз обнаруживаем массу препятствий, сомнений. И мне кажется, даже Кремль при всей своей как бы, такой политической изворотливости старается избегать завышенных ожиданий. Вот если считать голосом Кремля голос Пескова, он очень как бы аккуратно обходит самые разнообразные вопросы, связанные с такими вот оптимистическими ожиданиями. Нам еще не поступал запрос, да, мы начали там какие-то там первые прикидки, но вот ничего официального, и ну вот как-то шампанское не открывают. Но, тем не менее, есть ощущение, что и там, наверное, кто-то тайно хотел бы мира. Или даже уже не тайно, но никто не доносит до Путина вот это как бы всеобщее желание покончить собственно, вот физическим действием, да, вот с тем, что происходит, с тем, что происходит на фронтах. Что касается рисков, то, конечно, в условиях неопределенности они самые разнообразны. Это риски от экономических, если говорить и о мире, и о России. В том числе в России они очень высоки. Это риск гиперинфляции. Ну, просто вот один из. Не говоря уже там о ситуации на рынке труда, ситуации с мигрантами. Это риски экологических катастроф, которые зачастили. Но они просто вот как бы не прекращаются. Это риски техногенных катастроф. Прорывы труб – это, собственно, самое как бы мягкое, что может быть. И вот в начале года министр ЖКХ докладывал, что ну, вот в этом году, в этом январе меньше прорывов труб, чем было в прошлом. То есть они на это дело обращают внимание. Техногенные катастрофы. Ну и есть, в конце концов, всегда риски пандемий или эпидемий. Тоже никто не застрахован от каких-нибудь новых штаммов или от чего-то еще. Это тоже касается и мира, и России. Ну, наконец, риски ядерной войны тоже не снимается с повестки дня, хотя мы в конце года прошлого видели, что Путину не хотелось бы все-таки, наверное, обращаться к ядерному оружию, несмотря на то, что он занимался ядерным шантажом в виде сначала анонса новой ядерной доктрины, а потом ее подписания. Тем не менее, с каким-то облегчением он использовал орешник. Вот мы можем вас бить не ядерными средствами. Это будет столь же эффективно. Вот. Ну, такое впечатление, что он тем самым как-то успокоил чуть ли не сам себя, что вот, ну ладно, слава богу, я не буду использовать ядерное оружие, вот обойдусь супероружием, значит, под названием орешник, иначе бы он там так с ним не носился. Тем не менее, и такие риски сохраняются. Но опять же, вот есть ощущение, что всем им там в Кремле хочется эти риски немножко снизить. Потому что, ну, может быть, сами уже устали. Может быть, все устали, кроме первого лица. И вот эта проблема и риск. Мне кажется, он не устал. Он очень бодр, он где-то в облаках, в облачных сервисах, у него все хорошо. И очень многие вокруг говорят, ну, он-то, собственно, как бы совершенно ничего не собирается заканчивать. И он открыто и искренне, мне кажется, говорит, ну, хорошо, вы предлагаете условия мира, а я соглашусь или нет. Если не соглашусь, условия будут неадекватные, я буду продолжать. У нас все нормально, мы развиваемся. Он так и сказал во время одного из многочисленных выступлений. Где мы тут развиваемся, трудно сказать, но значит, ему виднее, может сказать средний обыватель. А вам не кажется, что все это политика блефа? Путин, как КГБшник, тем более с опытом работы и внутри в России по линии 5-го управления КГБ СССР в Питере и в Ленинграде, и опыта работы значит, в Дрездене, он хорошо умеет проводить активные мероприятия. Его этому учили, это его главная работа. И блеф идет по всем направлениям. Если вы читаете анализы запасов оружия, которые есть у Российской Федерации, которые вы читаете, например, здесь, как это делаю я,
то вы видите, что у Путина запасы советского оружия заканчиваются к лету. Что, несмотря на все усилия и перевод экономики на военные рельсы, и несмотря на то, что военные заводы работают 24/7, тем не менее возникают проблемы. Введены новые санкции американцами против российской нефти и против двух крупнейших компаний «Газпром» нефти, да, и Сургутнефтегаза, то, что вообще считается таким кошельком Путина, компания Сургутнефтегаз. Уже Индия, и Китай, два главных потребителя российской нефти, заявили, что они не будут принимать танкеры, тот самый теневой танкерный флот России, который создан был господином Сечиным, специалистом в этом деле, его этому учили, когда он работал в третьем главном управлении КГБ СССР. Так вот, значит, что они не будут принимать танкеры. И на самом деле Путин очень успешно держит, так сказать, лицо. Он прекрасно играл бы в покер. Но, однако, анализ реальной даты показывает, что это не более чем он держит лицо. Андрей Владимирович, а я другой Андрей Владимирович, что вы скажете на это? Ну, я полностью согласен. Вот мой тезка нарисовал полную картину, я только остановился на одном аспекте ожиданий там и так далее. Но вместе с тем, что я могу сказать, почему я остановился только на аспекте Украины, агрессии против Украины? Потому что это главное, что тянет Россию вообще в пропасть. Я не хочу сказать, что и без этого путинское правление было очень успешным. И, скорее всего, конечно, нет, и экономика там, и все это, стагнация, и все остальные риски присутствовали. Но мне кажется, что это главное. Если агрессия не прекратится, если она еще завершится или начнет подходить к завершению с какой-то победой Путина, то есть, говоря прямо, с захватом каких-то территорий, даже Крыма там и так далее, потому что прекращение огня, прекращение убийства – это, конечно, святая цель, но в данном случае это, мне кажется, ошибочная как политическая установка, потому что прекращение огня будет, по сути, ратификацией этого вторжения, этих захватов, и обратно, как правило, от линии прекращения огня никто уже не возвращается. Таким образом, Путин просто положит все, что раньше у него было, включая там Крым, а вот теперь еще гораздо больше территории, он их просто положит в карман, как говорят по-английски, и дальше будет вести переговоры о дальнейшем. А дальнейшее он будет иметь огромный такой, как вам сказать, как это буст, как это иногда по-русски сразу не приходит в голову. То есть будет иметь динамику такую, что ему теперь все хорошо, действительно он может все, и все в этом убедятся. Это примерно, я не провожу параллели, я просто говорю, что это может быть похоже по результатам, как Гитлер. Вот пока Гитлер одерживал победы, там Австрию, потом то, сё, Чехословакию, особенно Францию, конечно, вот. Это все генералы глотали, народ глотал, и все бы ему сходило с рук до, можно сказать, там, до Сталинграда, или там в Африке у него начались поражения. Значит, то же самое, мне кажется, и с Путиным. Ну и относительно того, насколько плохи дела в России, я думаю, что они очень плохи. Но, с другой стороны, то, что я вижу иногда вот хронику там или какие-то кадры из России, то, что мне говорят знакомые из Москвы, там, и особенно, конечно, из Москвы, ну, там как бы ничего такого не происходит в реальной жизни. То есть в жизни людей никакой катастрофы не происходит. Да и катастрофу ждать, мне кажется, очень трудно, потому что ну, была и Первая мировая война, пока не было поражений на фронте там и не было 10-миллионной армии, да, ничего не происходило. И народ, особенно российский народ, русский народ, он
обладает чрезвычайным терпением, чрезвычайным таким пофигизмом, как он, да, по-русски говорят. И это может продолжаться. Путин может продолжать эту войну еще очень долго. Значит, что касается этих данных о том, что у него кончается оружие, ну, я их, в Америке мы живем вместе с вами, да, значит, я их слышу буквально с первого месяца и с первого же времени, что вот сейчас у него все закончится, вот у него ничего нет, вот у него там танки не будут ездить, потому что у него не будет чипсов и так далее, и так далее. Видите, пока что ничего этого не произошло, все он получил, и там говорят, что военные заводы работают на 3 смены, и они производят уже новое вооружение, ну, новое не технологически новое, а вот новое советское вооружение, опять и опять, в этом смысле новое. И это опять-таки может продолжать очень долго. Китай будет на американские санкции, если они станут действительно удушающими, будет реагировать тем, что будет позволять их обходить, может быть, даже себе в ущерб, по одной простой причине, что экономические, финансовые – это копейки для Америки, вся эта война копейки просто, и для Китая тоже это копейки. Но для Китая это важно для того, чтобы ослаблять Россию, потому что они прекрасно понимают, что Россия в долгосрочной перспективе выдыхается, но она выдохнется, я боюсь, что, может быть, даже не при моей жизни. Но они смотрят далеко. Им, конечно, хочется максимального ослабления России. И максимально хочется, извините за такой недипломатический простенький язык, трепать нервы Западу, выговаривая себе что-то и так далее. Поэтому Китай – это прямой бенефициар, прямой участник, который выигрыш от этой войны. Он ничего больше не хочет, как продолжать. Он не хочет ядерной войны, потому что это слишком близко и вообще это опасно. А все остальное, да, пусть убивают сколько угодно. Там. Для них эти потери, они тоже вот людские, как и для России. Если для Путина там 700 тысяч, это не потери вообще. Вот. Но я представляю себе его психологию. То для Китая это разговор вообще непонятно о чем. Да, там 700 тысяч каких-то человек при населении 1,5 миллиарда у себя дома. Значит. И ради бога, как говорится, понимаете, то есть слишком много интересантов. Индия в какой-то степени гораздо меньше, конечно, но тоже примерно в таком же положении. То есть много людей, стран, но могущественных, экономически особенно могущественных, Китай военно могущественный, чтобы обходить эти санкции и не давать Путину, так сказать, умереть, если хотите, да, и поддерживать эту войну. Значит, Запад обладает такой способностью поддерживать огонь в очаге, да, со стороны Украины. Вот то, что делал Байден в течение 3 лет и НАТО. И с той стороны сейчас уже консолидировалась вот эта группа государств, экономически, между прочим, вполне сравнимых с той группой, да, ну, может быть, послабее, но, в общем, серьезной, конечно. Поэтому, если Запад не мобилизуется и не начнет действительно через Украину, конечно, поддерживать Украину решительно на другом уровне, вот, ничего не произойдет. Это будет продолжаться эта мясорубка, и это чудовищно и для России, и для Украины, да и для всего мира, конечно. Вот это мои главные опасения на этот год. Но шанс, что Трамп не сможет этим удовлетвориться, потому что это будет просто продолжение Байдена. Во-первых, психологически он ненавидит саму мысль, что он будет всего-навсего продолжать Байден. Но и во-вторых, он наобещал, наговорил, но он, правда, от этих обещаний, от всех совершенно спокойно отказывается. Поэтому, к сожалению, у меня нет никакой уверенности, что произойдет один или другой вариант. Но, скорее всего, первый вариант. Может быть, ему удастся временно навязать что-то вроде Мюнхенского или Минского сговора, который приведет к тому же самому результату. То есть какое-то прекращение огня, может быть, на какое-то время,
кстати, очень коротко. Да и после того прекращения огня, там посчитали, что это больше 1000 нарушений было. Там беспрерывно лилась кровь, беспрерывно продолжалась война. Поэтому та война это не кончится никаким перемирием, все это чепуха, ничего этого не будет. Война может кончиться только разгромом интернистской вот этой группировки, и тогда, да, если перед ним будет мощная армия, которая будет украинская вооруженная, которая будет способна выгнать вот этих русских, а сейчас, значит, российских оккупантов, эту армию, да, он не пойдет, потому что Путин не камикадзе. Вот, он хочет быть Петром Первым. Я всегда одно время говорил, что он хочет быть Екатериной Великой. Мне сказали, что ты так не говори, потому что это какой-то намек. Я не вижу в этом намека. Но он хочет быть, в общем, Петром Первым и Екатериной Великой, но совершенно не хочет в могилу. Потому что переступить ядерный порог, вот то, о чем Андрей тоже говорил, это очень близко к могиле. Знаете, это вот, и он этого не сделает. Но и прекратить войну, если перед ним не будет стена армии, которая уже разгромила его в Украине, он тоже не прекратит, он будет продолжать. И даже на той границе, на международно признанной, когда это вернется, и там не будет спокойствия, там будет все время продолжаться провокация. Но это, конечно, будет другая игра. Во-первых, такое массовое кровопролитие прекратится, и Россия сможет сосредоточиться над своими проблемами. В том числе, может быть, постепенно освободиться от этого вот военного угара, который сейчас вообще не дает, мне кажется, вести там никакую дискуссию ни о чем. Спасибо. Андрей Колесников, ваш взгляд на этот вопрос. Есть ощущение истощения ресурсов все-таки, да, и с той, и с другой стороны оно присутствует, безусловно. Никто не может рассчитать, даже нобелевские лауреаты не смогут рассчитать эти ресурсы, потому что это не только материальные ресурсы, не только финансовые, но и психологически эмоциональные. Сколько можно это терпеть? Наверное, долго. И есть такое ощущение, что, собственно, к этому происходит некоторое привыкание и с той, и с другой стороны, но хочется эту ситуацию как бы вот переломить и прекратить. Если вдруг получится заключить мирное соглашение, оно, безусловно, будет состоять из уступок взаимных. И там внутри очень много нюансов, которые сам переговорный процесс, если он начнется, могут и сорвать, могут удлинить, могут сделать его прерывистым, может быть, не на 1 год. Но даже если оно будет, я согласен с тем, что нарушение этого соглашения неизбежно. Да? Будут инциденты на границе, или там на линии соприкосновения, или вот в этой буферной зоне. Что-то будет происходить не то, стороны будут обвинять друг друга. Ну, как вот Карабах разморозился, да, после провокаций чьих-то, да, непонятно чьих, но в результате Карабах спустя годы, да, оказался опять, значит, под Азербайджаном. Вот здесь, я боюсь, будет вот такая долгая история, будет ли мирное соглашение или не будет его. До тех пор, пока внутри России не будет изменений политических, именно, да, изменений системы, смены лиц, вот эта перманентная угроза разморозки, она будет, безусловно, присутствовать. К тому же, конечно, Путину, это мы прекрасно знаем, очень выгодно держать людей в полумобилизованном состоянии, именно в полумобилизованном, доказывая все время, что нас атакуют, пусть не прямыми военными средствами, допустим, после мирного соглашения, но гибридная война с Западом будет продолжаться. Холодная война 2.0, как ни назови, это все будет. Потому что другого способа держать под контролем массы людей и объяснять им, что мы должны вот все равно быть едиными и сплоченными, его и нет. Мы знаем, что у Путина начинаются проблемы, когда он обращается к внутренней повестке, затевает там пенсионную реформу или что-то в этом роде. А как только происходит милитаризация сознания и происходят какие-то военного свойства действия, ну вот здесь уже как бы деваться некуда. Люди с пониманием относятся к тому, что нужно как бы имитировать защиту Родины или действительно ее защищать, или на этом зарабатывать. Во всяком случае, к этому привыкли.
Мало кто сейчас здесь ставит под сомнение, что Путин контролирует ситуацию, сделать с ним что-то довольно сложно. Такой же как бы антиконсенсус есть внутри элит, что ну а как вот что с ним можно сделать? Они просто служат, все эти люди, что бы они там не думали у себя дома. Значит, в каких-то разговорах с отложенными в другую комнату или там в ящичек телефонами, я даже думаю, что они не обсуждают ничего, потому что риски огромны вылететь из этой элиты. Такое впечатление, что живьем оттуда уже никто уйти не может. Но и как бы риск выступить против, да, заговор консерваторов против слишком радикального лидера, да, он тоже невозможен, потому что это опасно. Сейчас как-то можно оказаться раскрытым очень быстро в силу развития разных технологий. Вот возвращаясь как бы к основному стволу дискуссии, к сожалению, 25-й год может, конечно, быть не последним. И может быть продолжение войны на истощение. Но опять же, мы не знаем границы окончания ресурсов или ощущения их окончания той или другой стороной. Вот в конце 24-го казалось, что в какой-то степени обе стороны готовы как-то все-таки поберечь какую-то ресурсную составляющую. Даже Зеленский сказал, мы дипломатическими средствами не можем вернуть эти земли. Совершенно верно. Военными. Он сказал, что Крым и Донбасс вернуть сейчас они не могут. Значит, должна включаться дипломатия. Окей, это может быть какой-то стартовой точкой для разговора. И поддавливать, конечно, Запад будет Зеленского и уже поддавливает к тому, чтобы идти на какие-то уступки. Здесь есть, надо признать, что здесь есть совершенно внятный общечеловеческий гуманитарный аспект. Прекращать убивать молодые поколения. Демография – серьезная вещь. Страна без демографии, без людей, любая, да, это просто мина не замедленного действия, а уже немедленного действия на будущее. Просто людей нету, да, если в Украине начнется призыв с 18 лет, если здесь будет продолжаться что-то, и там, допустим, будет еще одна частичная мобилизация, да, но это просто демографическая катастрофа, которая и так идет в силу длинных трендов, да, и так выбывает трудоспособное население, что-то нужно делать с экономикой, что, как мне кажется, сдерживает любую частичную или там полную мобилизацию, это то, что работать в экономике некому. Она просто, так сказать, остановится. Она уже останавливается в потребительском секторе, потому что он не поддерживается государственными заказами. Все ушло на фронт, все деньги, все государственные деньги. А этот сектор выживает сам, и ему тяжело. Сейчас тут разные истории бизнесменов, как они выкручиваются, им непросто. Они вообще-то кормят нацию и одевают ее, и обувают. Если понимание вот этого, да, что вот это вторая основная экономика для людей, без людей не сможет существовать, вот опять же, блеф это путинский или не блеф, что он там себе думает, в его голову довольно трудно залезть в этом смысле. Андрей, но наблюдатели отмечают, что Путин не смог спасти режим Асада, и это было абсолютной мордой об стол. После всех его многочисленных заявлений, как Россия стала основным игроком на Ближнем Востоке, и это действительно был факт, когда правительство Обамы, потом его, так сказать, те, кто пришли после него, сначала говорили о России как о региональной державе, а как только Путин влез в Сирию, тут заговорили о нем как об основном игроке на Ближнем Востоке. Это все закончилось. Базы вроде бы переводят в Ливию, где Путин столкнется, естественно, с Эрдоганом, судя по всему. Так что ситуация очень в этом смысле. Вот один уже фактор. Он не сумел удержать базы в Сирии, поддержать режим Асада. Да? Хотя non-state, то есть не государственные акторы, обрушили многодесятилетний режим Асада в 8 или в 11 дней. Это первый фактор. Второй фактор – это то, что Россия вынуждена закупать снаряды в Северной Корее.
Это, хотя, казалось бы, у России достаточно стали и так далее, но они, как вы правильно уже заметили, у России не хватает трудовых ресурсов. Безработица 2,4%, то есть ее просто нету безработицы. Отсюда ставка в 21%, которая заставляет переливать трудовые ресурсы из потребительского сектора в сектор ВПК. Россия вынуждена была нанять наемников, 10 или 12 тысяч корейских солдат Северной Кореи. Значит, это тоже не от хорошей жизни. Сейчас вот двух северокорейских солдат раненых, они находятся в плену у ВСУ, и об этом заявил уже Зеленский. То есть я говорю, и, наконец, санкции, которые напоследок ввели администрация Байдена, чего от него ждали, значит, на протяжении последних 2 лет. Байден не мог на это пойти, опасаясь роста цен на бензин, что в электоральный год было крайне плохо, это значит, что теперь у России, которая смогла оплачивать расходы на войну в 350 миллиардов долларов в год, покрывая это из доходов от нефти и газа, газ закончился практически совсем, а что будет с продажей нефти и что Россия, даже при том, что вырастут цены на нефть, тем не менее, 2 главных потребителя, Китай и Индия, явно будут вынуждены как-то сокращать свое потребление. Вот об этом я и говорю, поэтому я и называю путинские речи, это, так сказать, политика блефа. Он держит покерное лицо, но как он будет брать деньги? Еще меньше давать деньги на медицину, образование, но уже это ниже низкого, да? Перестать, самое главное, ему надо платить деньги контрактникам. Уже цены поднимаются по 5 миллионов за подписание контракта. То есть это говорит о том, что спрос на эти контракты падает, отсюда рост предложения. Где он будет брать все эти деньги? Вот о чем я говорю. Да, здесь есть, вот, безусловно, вот это ресурсное истощение, очень много факторов как бы против играют, это правда. Это как у Ильфа и Петрова вы даете нереальные планы. И, куда? Надо остановиться, и невозможно выполнить тот план, если он был вообще, да, который вот стоит перед начальником. И по-прежнему есть, остается вопрос, как роман Всеволода Кочетова, чего же ты хочешь? Вот эти территории нужны или что нужно? Самоутвердиться, так никто не понял, зачем это все нужно. Вот будет ли показана как бы нашей властью адекватная оценка собственных ресурсов в этом году, это интересный вопрос. Вот товарищ Брежнев, между прочим, в 80-м в Польшу не пошел подавлять бастующих рабочих, потому что понимал, что у него ресурсов мало, что в экономике все не очень хорошо при его-то маразме, и что ему хватает вот затрат на Афганистан. Поляки пусть разбираются сами. Вот кто из них мудрее в этом смысле? Нынешний вождь или тогдашний? Это как бы большой вопрос. И действительно, здесь есть достаточно сильные игроки. Если Путин представляет себя хозяином альтернативного мирового порядка, то это не так. Там этих хозяев пруд-пруди, там есть Си Цзиньпинь, там есть Нарендра Моди, там есть Эрдоган мощнейший, который переиграл всех в результате в Сирии. И совершенно, так сказать, не собирается ничего уступать. Он может делать вежливое лицо, в чем-то помогать Путину, Турции, бенефициар в том числе этих боевых действий, но в то же самое время тот же Эрдоган считает, что Крым должен быть украинским. Это его как бы позиция. У него своя империя, у Путина своя. Андрей Владимирович. Для начала украинским должен быть Крым. Это я помню историю. С начала 90-х годов мы еще с этим сталкивались. Крым должен быть татарским, но и теперь в нынешних условиях должен быть турецким. Это понятно. Вот. И к этому дело идет. Поэтому, конечно, это одна из объяснений, что, да, я согласен, что Турция – это тоже одна из стран, которая непосредственно вполне ясно выигрывает от всей этой ситуации. Они оружие дают и помощь Украине, но они там и всячески способствуют России и так далее. Но у нас нет времени, я думаю, ну, может быть, у меня даже квалификации нет, я все-таки не экономист,
для такого углубленного анализа экономической ситуации. Но есть и российские экономисты, которые вот недавно там доклад опубликовали, 3 очень уважаемых для меня человека. Вы знаете, о чем я говорю. Да, Алексашенко, мы разбирали на этом канале, мы разбирали это внимательно с Олегом Ицхоки, Олегом Вьюгиным и Евсеем Бурвичем, и, в общем, они скорее скептически относятся к этому докладу, как и многие другие экономисты. Это, знаете, самое тяжелое с этим докладом, что там нету ссылок на источники. Совершенно непонятно, откуда взята дата. Это всегда проблема. Да, но я говорю, у нас нет времени. Но я думаю, вот и так, когда я оглядываюсь на историю, ну хорошо, что мне пришло вот сейчас в голову просто для короткого, самого короткого такого аргумента, что да, все это ресурсное истощение, это тяжести войны там и так далее. Конечно, если сравнивать Брежневское политбюро, при котором я уже работал в советском МИДе, я так неплохо себе представляю, как работает эта машина в отношении внешней политики, то ну, это небо и земля. К сожалению, мы вернулись далеко не в 70-е или 80-е годы Советского Союза. А боюсь, что я не боюсь проводить исторические параллели, но куда-то гораздо раньше. Да? И репрессивный аппарат работает по-другому, и вообще все работает. Пропаганда совершенно другая. Но можно себе представить при Брежневе оголтелую вообще антизападную пропаганду. Да нет, Советский Союз, конечно, должен быть самой замечательной страной, и был самой замечательной, но все-таки страна воспринимала себя как часть мира, как часть Европы там, и так далее. И вот эти Хельсинкские соглашения и прочее. Сейчас у них совершенно другая точка зрения. И что я могу сказать? Вот после Второй мировой войны, после Отечественной войны, ну, Советский Союз чудовищно пострадал, да, и чудовищные были ресурсное истощение, человеческое истощение. Там миллионы людей погибли в лагерях, миллионы людей еще погибли во время войны. Та же Украина, там Белоруссия лежали в руинах, да, там часть другие территории. Одним словом, но говорят, что Сталин уже там с 49 или 48 года стал готовиться к следующей войне. И, собственно, холодная война и была подготовка к следующей мировой войне с Америкой. Ну вот возникает вопрос, какой подсчет ресурсов был в голове Сталина и его вот этой клики, там, которая ему тогда во всем поддакивала и кланялась. И, в общем, дело к этому шло. В это время создали ядерную бомбу, в это время создавали армию, в это время, там, в начале 50-х годов началась авантюра вообще в Корее, которая вообще не имеет никакого отношения к делу, да, сравнить интересы России, ну, там, империалистической, скажем, России в Корее и интересы империалистической России в Украине, это совершенно невозможно. Значит, и при этом, при всем, это все происходило. То есть, понимаете, это все очень относительно. Что такое ресурсное истощение? Ну, в конце концов, Северная Корея сама. Ну, это страна, которая живет впроголодь. Там голод настоящий. Я вот недавно однажды тут слышал человека, который убежал из Южной Кореи, женщина, она рассказывала, что там просто голод. Вот, значит, и тем не менее они создали ядерное оружие, тем не менее они сейчас создают еще дополнительно ракетное вооружение, тем не менее они посылают своих солдат, значит, в Россию и так далее. То есть, понимаете, предел вот этот, он неизвестен. И вообще, наверное, ошибка Карла Маркса была именно в том, что он думал, что наступит абсолютное обнищание пролетариата, и пролетариат тогда автоматически, значит, у него не будет что терять, кроме своих цепей, да? Но этого не произошло нигде. И боюсь, что вот это ресурсное истощение, оно может продолжаться очень и очень долго, особенно в стране такого размаха и таких исторических традиций, как Россия. Поэтому
Но мы не будем, я думаю, об этом спорить. В остальном я абсолютно согласен. Да, есть очень много резонов, но с самого начала было очень много резонов. Вообще я не вижу никакого резона начинать эту войну на Украине. Еще там, кстати, в Сирии это более понятно. Там где-то раз, я знаю, там наших специалистов по Ближнему Востоку, еще они у меня работали в министерстве, и я с ними работал, с некоторыми даже учился в институте на одной партии. И я знаю, что они прекрасные специалисты. Они, конечно, увидели там какой-то вакуум, который возник там после, значит, вот попытки революции в Сирии, и туда рванули. Ну, правильно, вот это та самая маленькая победоносная война, она, кстати, сработала. А то, что она кончилась сейчас поражением, это уже никого не интересует. Кто там помнит, почему ввязались в Сирию? Но Украина – это совершенно другого размаха, понимаете? Это не война на Дальнем Востоке, как царь там начал маленькую победоносную войну. Это если бы люди смотрели трезвыми глазами, вот как Андрей, то они бы никогда этого не сделали, идти именно на Украину. Но, тем не менее, то есть от этих людей можно ожидать все, что угодно. И режим этот, я боюсь, что он консолидировался. Это гораздо больше, чем один Путин. И даже если завтра не будет Путина, то очень может быть, что этот режим устоит. Ну, собственно, как и советский режим, он устоял. Ну да, там 20-й съезд, то все там, это все корректировка. И сразу забрали эти слова назад и так далее. То есть, по сути, да, пришел Брежнев и сказал, не-не, хватит с этих разоблачений и так далее. То есть, понимаете, режим устоял и устоит еще. И Сталин устоял после того, как он миллионы людей погибли просто по его вине, потому что он не смог там, значит, поверил Гитлеру и так далее. В общем, одним словом, к сожалению, вот у меня, я не хочу нагонять пессимизм, но у меня ощущение, что это может продолжаться очень долго, на очень высоком уровне кровопролития, ну и конца этого я не вижу. Что касается все-таки прекращения огня, какого-то перемирия, ну да, то есть, да, конечно, может быть Минск какой-то, но я боюсь, что Путина сейчас уже Минск не устроит. Его устроит только Мюнхен, так же, как Гитлера, потому что этот режим уже получил динамику, он уже ввязался, он уже, ну, если хотите, так упрощенно, это как акулы, которые почувствовали запах крови. Вот пока они не почувствовали, они тоже опасны. Вот там, где я часто бываю, на юге Америки, там много акул, значит, но они не нападают. Но если будет запах крови, то они могут и нападать начать. Так вот и здесь. Значит, если они почувствовали запах крови, и вот этот запах уже не просто, а он во рту, это вкус крови, этот режим, так же как гитлеровский, он уже не остановится, его уже не устроит часть какая-то Украины, не устроит какое-то перемирие и так далее. Он будет идти вперед. Вперед куда, я не знаю. Ну, как минимум там до Молдовы, включая Молдову, конечно, и Приднестровье. А может быть, за этим, значит, ему дать сейчас победу, это кормить зверя, который будет идти дальше. Это все равно, что пустить, говорят, козла в огород, но тут, наверное, волка в курятник. Вот вы его пустили, и он не отвяжется, его надо убить. Но убить вот этого волка невозможно, потому что победу одержать никто не может над Россией, так как вот над гитлеровской Германией и иностранные оккупанты заменить режим. В силу вот как раз ядерного оружия. Вот тут ядерное оружие становится гораздо более реальным. Значит, поэтому единственное, что можно сделать для того, чтобы остановить этот режим, это на международно признанной границе. Это можно сделать только силой. Если Запад этого не сделает, значит, он не сделал никаких выводов из Мюнхена, и кончится это тем же самым, может быть, даже в Лондоне, бомбежками. То есть трудно сказать, чем, я не хочу ничего говорить, но
это все может быть. НАТО будет окончательно дискредитировано, оно и сейчас уже дискредитировано. В этом отношении я совершенно не могу понять, почему Зеленский и, значит, наши украинские друзья, которые вообще ведут себя очень умно, Зеленский, я считаю, это великий президент, вообще великий президент, и он таким и будет в истории. Но что у них такое, значит, вот маниачное какое-то представление о том, что им надо быть в НАТО, их туда не примут. Это самое легкое, а что Запад может сделать, чтобы уклониться от поддержки Украины, это запутать это дело в натовских сетях этих. Там 32 страны должны это, значит, ратифицировать. Но если несчастную, то есть не несчастную, а уже готовую и по существу находящуюся там страну, там Финляндию, принимали черт сколько времени, а уж Швецию и подавно, то можно себе представить. То есть это самый простой способ затянуть всю эту дискуссию и ничего не делать. Им нужно оружие, правильно. Вот Зеленский с первого дня, у него совершенно правильный инстинкт, политический анализ. Он сказал, мне нужно не такси, не самолет, мне нужно оружие. Ему нужно оружие. И вот от этой темы я бы посоветовал, если бы меня спросили, не отходить. То есть просить оружие. Оружие может менять характер войны. Вот говорят, что никакое оружие не поменяет. Да нет, поменяет. Индейцы, если бы у них с самого начала было огнестрельное оружие и другие там колониальные народы, как пушки и так далее, как у, значит, европейцев, которые туда приехали, вполне возможно, что никакого открытия Америки вот в таком виде, как мы его знаем, не было. Значит, да, оружие имеет значение. И у Запада есть возможность предоставить оружие, которое будет иметь реальный технологический перевес, большой перевес, такой, который может быть, как говорил Владимир Ильич Ленин, решающий перевес в решающем месте, в решающее время. Вот, это возможно. Но для этого Трамп должен, и Западная Европа, но вообще возможно. Знаете, возможен даже интересный сценарий, что даже если Трамп не захочет по разным причинам, там мы не знаем, какие вообще причины в голове у Трампа существуют, но это может сделать и Европа, и это, кстати, тоже еще не исключено. Я не согласен с тем, что вот Европа, там ее нет и так далее, она есть. И если нужно будет, она мобилизуется. В конце концов, та же самая Великобритания стояла против Гитлера одна фактически, ну, да, с американской поддержкой, но не военной поддержкой, не вооруженными силами. Так что и это еще не исключено. Одним словом, очень много неизвестных, но анализ Андрея и ваш анализ, он, конечно, бесспорный тоже. С анализом я не могу спорить. Я просто говорю о том, что вот у меня есть еще и другие соображения. А вообще это очень глубокие соображения, и вполне возможно, что будет и так. Андрей Владимирович, а все-таки возвращаясь к Трампу, значит, во время президентской кампании Трамп говорил, что он закончит войну в Украине в 24 часа. Сейчас уже стали говорить там в полгода, но тем не менее он назначил спецпредставителя по Украине генерала Келлога, очень, так сказать, уважаемый, прямо скажем, возрастной генерал, но вдруг Келлог собирался прилететь в Украину и не полетел. Когда у меня здесь вот в Гарварде у меня на семинаре был Питер Бейкер, очень, ну, вы знаете, известный журналист Нью-Йорк Таймс, который много лет senior White House correspondent и так далее, и Сьюзен Глассер, которая колумнист The New Yorker, они оба предположили, что Трамп будет обменивать санкции против России на прекращение войны в Украине, что у него есть очень сильный рычаг на Путина. Ведь, как вы полагаете, все-таки, что можно ждать от Трампа? Потому что Трамп заявил, вы видите, даже сейчас Байден подписал бюджет, но там не хватает 4 миллиардов долларов, которые уже Конгресс утвердил для Украины. Ничего этого не пошло, да? И, как мы видим, судя по всему, никакие атакам с дальнего действия тоже не пришли сейчас в Украину. Другими словами, то есть вы все-таки, вы полагаете, у Трампа
Первый вопрос. Есть ли у него достаточно инструментов, чтобы надавить на Путина? И второе. Захочет ли он использовать эти инструменты, учитывая, что многие говорят, что Трамп вообще выйдет из НАТО? Надавить на Путина можно только одним способом. Дать Украине новейшее вооружение, атакамс, там есть и другие. Я не военный специалист, но я знаю, что они есть. Значит, и вышибить российскую группировку за международно признанную границу. Вот То есть это... должна быть армия, извините, ради бога, но у Украины проблема с солдатами, у них их просто не хватает. Ну, подождите, Украина – это огромное государство, и не хватает ни у кого никогда. Это раз. Во-вторых, значит, конечно, когда наступают там пессимистические времена, когда наступают трудности и так далее. И кроме того, есть вооружение, которое не требует особого увеличения армии. Вот такую войну, конечно, с Россией, когда там бросают сколько угодно в мясорубку людей, такого ресурса у Украины нет. Но ресурс высокообразованных людей, армия, которая закалилась за 3 года, великолепно себя проявила за 3 года уже, это есть. И чтобы запускать ракету, например, да, для этого вообще-то очень много людей не надо. Это вам не штыковая атака, понимаете, и так далее. То есть многие вещи можно решить технологическим путем. И Америка в состоянии это сделать. Кроме того, конечно, временно можно усилить санкции до вообще большого накала. Другое дело, что их потом обойдут и так далее. Но, как мы видим, первоначально сильные санкции производят шок. Вот как сейчас, например, да, там, вот вы говорили абсолютно правильно, насколько я понимаю, про вот транспорты там и так далее, по морю особенно. Да, это Теневой флот, да. сложности. Их преодолеют. Китай, там Индия так или иначе обойдут, как и до этого все обходили. Но, как и до этого, после введения санкций, непосредственно после этого, там несколько месяцев, полгода, год даже может продолжаться шоковая терапия в своем роде, да, то есть пока найдут способ там расчет организовать, доставку организовать и так далее. Значит, то есть это можно. Вот если все это сделать в один момент, как бы собрав силы, то это может иметь очень большой эффект, достаточный для того, чтобы выгнать с территории Украины и поставить там стенку из высоковооруженных украинских формирований, может быть, даже действительно вот эту нейтральную или какую-то там зону, в которую действительно можно ввести западные войска, и Путин не пойдет, вот он головой разбивать стену не пойдет своей головой, а это было бы, то есть на такую войну он не согласится. И найдет способ объяснить это внутри очень легко. Там один вот сейчас, Царствие Небесное, кажется, скончался, пропагандист, но их полно. Вот, значит, и они объяснят, телевизор работает, все работает, так что все будет очень хорошо. А кто не поймет, тот увидит дубинки, вот как вы однажды, я помню ваш репортаж про космонавтов и так далее. Это серьезно. Значит, эти два аргумента, они никуда не деваются, они серьезные. Да и поражение само по себе смешное. Вот он был президентом, ему сказал Ельцин: берегите Россию. Он какую Россию имел в виду? С Крымом, что ли, и с Донбассом? Он имел в виду ту Россию, в которой Путин царствовал там до 2014 года как минимум. Значит, это не поражение, ничего страшного в этом нет абсолютно, да? Это не Брестский мир, вот. Хотя и Брестский мир можно выдержать очень легко. Одним словом, к чему я все это говорю? Что вот другой нажим на Путина, чтобы заключить какое-то соглашение, любое соглашение, кроме вот этого, кроме восстановления территориальной целостности Украины и суверенитета Украины, оно будет Мюнхеном. Ничего другого в нем не содержится. И это просто уступка агрессору, поощрение агрессора, выдача
значит, паспорта на владение вот этими уже завоеванными украинскими территориями, чего до сих пор, кстати, пока не было. И дальше ожидание. Значит, ну, самая детская и самая нелепая идея – это снять еще и санкции с Путина. Для того, чтобы он мог собрать силы и удесятерить вмешательство, которое сейчас идет во внутренние дела через интернет там, и другие средства, значит, по всей Западной Европе, в Америке и так далее. Раз. Для того, чтобы собрать средства и подготовить новую агрессию в Украине. Два. И, может быть, даже собрать и главное внутри, вот говоря о ресурсе, да, внутреннем. Это, конечно, даст ему флаг победы, ощущение победы, ощущение того, что вот Россия, нам все можно и так далее. То есть можно себе представить, если пропагандисты сумеют объяснить, что он одержал победу, если вышибут из Украины, то уж тут можете не сомневаться. Все эти пропагандисты, они расскажут, что вот теперь мы непобедимы. И действительно, это будет доказательство, так же, как для Гитлера была Чехословакия и Польша, что ему все можно. Почему не попробовать это, почему не попробовать это? Ну, а уж я не говорю про Китай. И, кстати, много других режимов, которые с интересом сейчас посматривают, но главным образом Китай, конечно, который скажет: ага, вот теперь такие порядки, я буду вознагражден, если я пойду, например, в тот же Тайвань, да, условно говоря. Ну и что, вот возьму я там для начала 20% этого крошечного острова. Ничего мне, конечно, не будет. Потом я подсоберу силы и окончательно сожру это все. Понимаете, то есть и таких очень много вариантов. Поэтому это будет катастрофа. Это будет катастрофа для НАТО. Больше никто в НАТО верить не будет. Но у меня, я думаю, что это не будет там всемирная катастрофа. По одной простой причине, что, конечно, есть выход. Все страны обзаведутся ядерным оружием, и на это дело временно закончится. Там временно может продолжаться очень долго с таким оружием, как ядерное. Ну, представьте себе, если бы Украина, вопреки моим усилиям, за что я себя иногда корю, но тогда это было правильно, мы делали правильное дело, когда мы забирали у Украины ядерное оружие. Но иногда я думаю, ну что я делал, зачем я это все устроил? Ну, хорошо, значит, это мои переживания. Это вы имеете в виду Будапештское соглашение 1994 года? Да, Будапешт, да, там была большая история до Будапештского соглашения. Там, вот, значит, но неважно. В общем, короче говоря, когда забрали у Украины ядерное оружие. Но представьте себе, если бы даже в 2014 году, ну даже в 2022 году, в феврале месяце, Путин проснулся бы с левой ноги и сказал: о, сейчас я пойду в Украину. И если бы он при этом знал, что там есть, ну, хотя бы там, не знаю, 15 ядерных зарядов, которые могут быть доставлены даже теми же самыми там Су-25 или 35, как они там называются, которые у Украины были еще советские. И они вполне доставляют ядерные заряды. Их не так легко сбить. Это серьезное оружие тоже. Это, конечно, не F-16, но это близко к этому. Значит, я не думаю, что он бы не перевстал на правую ногу и не сказал: не, вот этого не надо. Потому что, ну, а если они грохнут? А если они грохнут по моему любимому Петербургу? Это трудно себе представить, да? Но... А если там вся эта танковая колонна сгорит в 1 секунду, не вот так, как они там сгорели под Киевом, а прямо вот сразу в 1 секунду. Значит, понимаете, это реально меняет ситуацию. Ну, но я уверен, что Польша и многие другие страны, сейчас уже Южная Корея об этом говорит, все поймут, что зонтика больше нет, что никто за них заступаться не будет, что они, как говорят, на продажу выставляются, for sale, да, то есть могут прийти, взять там кусок территории, половину, могут навязать какое-то соглашение, никаких, значит, этих Западов, которые там вдруг протянет какую-то длань помощи, реально нет, это просто потеря времени, там и силы, и как раз вот ресурсов, и людей сколько положили на это.
Если сразу иметь, ну, буквально, я говорю, десяток атомных зарядов, никто тебе не придет. Никто. Ни Китай в Тайвань, ни Россия в Прибалтику. Значит, другого способа не будет, как защищать каждому самого себя. Да, ну, закон джунглей. У кого-то есть рога, у кого-то есть копыта, у кого-то есть когти, да, а кому-то придется обзавестись, значит, сделанными ножами. Ну, сделают. Тем более, что это не бином Ньютона вот, сейчас. И любая страна, это практически любая. Но если Корея нищая сумела создать большой вообще арсенал ядерного оружия, даже ракетно-ядерного оружия, то уж все остальные там европейские страны, конечно. Поэтому, ну, значит, будет так. Через года-два, там, а может быть гораздо больше, раньше, там, через 2 месяца, вот после подписания Мюнхена, 2, вот, вся Европа станет ядерной. Ну и что? А я думаю, что, кстати, ничего страшного-то не будет. Вы посмотрите историю Индии и Пакистана. Да, сначала у всех была истерика, у меня в том числе, потому что я вырос в условиях вот этого, значит, режима нераспространения, участвовал в нем там и так далее, и так далее. А потом оказалось, что ничего не произошло. Наоборот, кстати, военные столкновения снизился, уровень военных столкновений снизился, уровень военной опасности во всем регионе снизился. И, кстати, если говорить там о том, что ядерное оружие попадет в какие-то не те руки, ну, например, мусульманских, да, мусульманская бомба и так далее, ну, куда дальше мусульманская, чем Пакистан? Пакистан – это мусульманская страна, в которой там Талибан себя хорошо чувствует, в которой убили Бен Ладен, там себя прекрасно чувствует, пока американские вертолеты не прилетели. И тем не менее, это ядерное оружие, оно только стабилизировало, потому что за этим следят именно в силу того, что ядерное оружие – это не просто оружие. Ну, потом, может, придумают что-нибудь там, противоядие какое-нибудь, но это потребует еще долгого времени. Пока, по-моему, этого даже в научной фантастике не говорят. А следовательно, ну что, вот я вам говорю, Китай мог напасть на Индию очень легко, у них там были чудовищные разногласия, и кто его знает, что бы было. И, кстати, Индия создала ядерное оружие против Китая, а не против Пакистана. Пакистан потом за Индией создал. И вот вам весь этот регион стал ядерным, ну, крупные страны, и ничего не произошло. Абсолютно ничего не произошло. Ни малые страны не пострадали после этого, ни между большими, значит, не произошло больших столкновений, ничего не произошло. Стало только лучше. И ездить можно и в Китай туристам, и инвестиции делать, и экономика развивается во всех этих странах, и все очень хорошо. Значит, тоже, ну, тем более в Европе, а что случится, если, например, у Польши будет 15 ядерных зарядов? Да ничего, только тогда мы будем совершенно с вами спокойны, что никакая Россия туда не пойдет. Тогда почему вы, как вы сами сказали, в 1994 году настаивали на передачу ядерного оружия Украины России? Тогда в чем была тогда эта логика? Сколько у нас времени для этого Ну, ответа? у нас времени не так много, но я не могу вам не задать этого вопроса после того, что вы сказали. Да, в 1994 году, во-первых, ядерные державы, и Советский Союз включая, да, они не нападали на неядерные государства. Ну, инцидент с Афганистаном немножко особый. Там была сложная ситуация. Это не нападение на суверенную страну в центре Европы. Значит, это раз. То есть все-таки было полное понимание, что эти страны являются гарантами нераспространения ядерного оружия, в том числе и не нападения на неядерное, уж во всяком случае на неядерное, на ядерное и так никто никогда не нападает. Это раз, это важное обстоятельство. Второе важнейшее обстоятельство было в том, что Россия стала государством продолжателем, не наследником, все стали государствами, правопреемниками, все республики. Но Россия стала государством продолжателем. Это означало, что мы
будем продолжать сидеть вместо Советского Союза, на месте Советского Союза, Москва будет сидеть в Совете Безопасности ООН, вообще в ООН, потому что когда произошел развал Союза, оказалось, что в ООН есть две страны новые, это Украина и Белоруссия, а России нет в ООН, не только в Совете Безопасности, а в ООН нет. Значит, надо вступать в ООН России и потом уже мечтать о Совете Безопасности. Вот, значит, западные страны, это Великобритания в первую очередь, предложили вариант такой вот хитрый, что вы будете, все, конечно, правопреемники, но вы будете можете быть государственным продолжателем. Мы это с Ельцином обсудили и схватились за это, потому что другого способа не было решить этот вопрос. Кроме международной конференции, которая могла бы продолжаться до сегодняшнего дня. Вот, значит, это был такой способ. Но таким образом мы стали и ядерным государством в договоре о нераспространении ядерного оружия, который был заключен в 1968 году. По этому договору только 5 ядерных государств, те же самые, которые в Совете Безопасности, имеют право на ядерное оружие, вооружение ядерное. Все остальные государства имеют право только на мирное использование ядерного оружия, значит, под контролем МАГАТЭ. И мы стали наследниками этого ядерного оружия, так же, как и Советы Безопасности. И нам все стали говорить, что вы соберите то оружие, которое осталось в других республиках, потому что иначе получается, что у вас там будет не одно ядерное государство, а 4 ядерных государства, да? Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, да? Конечно. Значит, и тогда вся эта конструкция разрушается. Запад очень боялся, что это оружие окажется действительно там неизвестно в каких руках, потому что все-таки 4 республики сразу после развала Советского Союза, это Пакистан, Индия, когда они обзаводились, это были государства сложившиеся, понимаете, а это было неизвестно еще, что там могло происходить внутри, да и в России самой, что могло происходить, там был Рудской и Ельцин, да, уже в это время и так далее. То есть нестабильность политическая была большая везде, особенно, конечно, в России. Но уж так получилось, что вот вы давайте к себе собирайте. Значит, это еще важнейшее обстоятельство. Иначе, если бы мы от этого отказались, мы бы выпали из всей этой схемы, то есть из Совета Безопасности, из ООН, отовсюду. И вообще оказались бы в зоне чудовищной нестабильности и неопределенности, и экономический рост, там вообще все можно было бы забыть. Потом получение там кредитов, инвестиций, вообще просто нормальное существование, хоть какое-то, в международной среде было бы невозможно, если бы мы этого не сделали. Ну вот и все. И то же самое мы объясняли. И да, и Запад, конечно, давил со страшной силой. И Китай, кстати, конечно, тоже хотел, чтобы все-таки ядерное оружие было где-то в одних руках. И вот это были те обстоятельства, по которым мы просто вынуждены были. И по которым, собственно, и Украина, по сути, была вынуждена. Если вы откроете вот Будапештский меморандум, который в этом отношении не главный документ, но важный документ, это как бы завершающий документ всего этого пути. Это декабрь 1994 года или там ноябрь, а до этого еще 2 года все это продолжалось, да, значит, переговоры и так далее. Так вот, если вы его откроете, то он сформулирован так, что это меморандум по поводу вступления или окончательного присоединения Украины к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. Понимаете, это не договор, но это попросту говоря, что это вот там они отдают оружие, а себе там получают не знаю что, да, гарантии безопасности. Там именно в самом заголовке, с самого начала речь идет об этом договоре о нераспространении ядерного оружия, в котором участвует Россия и США, там Великобритания, потом, кстати, быстро присоединились Франция и Китай, то есть ядерные державы.
Понимаете, то есть основой для всего для этого был вот этот договор о нераспространении ядерного оружия. Ну и тогда еще, к тому же, Южная Африка отказалась от ядерного, они провели там успешные испытания и так далее, но их заставили, они сами, когда они отказались от апартеида, значит, то они поняли, что им это ядерное оружие вообще не нужно, и они отказались, и они присоединились к договору о нераспространении. То есть тогда не было, ну, единственное, там, кого подозревали, это Израиль. И то только на том основании, но он никогда официально, нигде он не применял, нигде не угрожал. И если вы помните Голду Меир, это, конечно, шедевр. Это человек, ну просто большой буквы, да, которая сказала, у нас нет ядерного оружия, но если понадобится, мы его применим. Вот это единственное тогда была вот такая серая зона, что никто не знал. Но обстановка, то есть в то время, понимаете, вся обстановка мировой политики и наша ситуация в России, и украинская ситуация, они просто не оставляли выбора другого, потому что мы остались государством-продолжателем, единственной ядерной державой, а они, если бы они не подписали Будапештский меморандум, а главное, не вывезли бы реально оружие оттуда, ядерное, они бы оказались парией с самого начала, чего они себе позволить не могли. Ни мы не могли позволить себе Россия, потому что, если вы вспомните цены на нефть в то время, то это, $9 за конечно, баррель, да. Угу. да, это очень такая неприятная история, лучше не вспоминать. Вот, значит, и, кстати, это тоже разговор о том, как далеко могут падать цены на нефть. Говорят, что предел какой-то там $60, потом $40. Да, я там слышу, что это дальше будет нерентабельно. Нерентабельно для чего? Будут производить нефть, если скажут. Особенно Андрей если Владимирович, майор я только Пронин. что, извините, я вас перебиваю, я только что летала в Мидленд, Одесса, в Техасе, где, собственно, вот это идет добыча шейл нефть, ну, сланцевая нефть. И, в общем, они говорят, что это рентабельно для них, если не ниже $60 за баррель. Конечно, конечно. Но 40, так сказать, себестоимость 40-50 долларов за баррель, и поэтому ниже 60 они опускаться не могут, а на самом деле они будут настаивать на 70-80. То есть на самом деле предположение, что, как Трамп говорил, что надо drill and frack everywhere, ничего это пока, в общем, не очень это получается. Ну окей, мы, к сожалению, здесь я должна задать еще один вопрос Андрею Колесникову, а то мы сильно перебираем по времени, хотя мне безумно интересно. Андрей, вот ты пишешь в своей колонке, которая только что опубликована на New Times, но сегодня утром в понедельник по Москве, две вещи ты пишешь, которые просто я хотела процитировать. Что ты говоришь, что Путин хочет, чтобы Россия была, цитата, деспотией для своих и пугалом для внешнего мира. И мой сразу вопрос, а зачем это ему надо? И второе, ты пишешь о том, что, собственно, главное, что сейчас витает в мозгах, это, как я их называю, чекистской, значит, номенклатуры, это создание идеи новой Ялты или нового пакта Молотова-Риббентропа. Значит, ты пишешь, что разделы мира между США, Китаем и Россией, но, очевидно, еще и Турция теперь становится игроком. Это осуществимо? Ну, зачем Путину все это надо, это большая загадка, в том числе психологическая. И все эти рассуждения, которые тут часто приходится слушать, что это имеет уже некоторую нездоровую санитарную природу, а другие говорят, да нет, это на самом деле это не отсутствие рациональности, это такая рациональность, потому что он тем самым сохраняет свою власть. Ну, этот мотив, естественно, присутствует. Просто власть он мог бы сохранить, не начиная вот таких критических действий. Да? Он мог бы делать все, ну, почти все то же самое, медленнее. Внутри страны проводить очень как бы такую жесткую внешнюю политику, но не переступать черту. Он ее переступил, мне здесь кажется очень много, вообще говоря, психологии.
И все, чем мы живем сейчас, это на самом деле, на мой взгляд, все присутствовало уже в его голове, в его политике, в его словах, в атмосфере в стране и до 2014 года тоже. Когда он вернулся в 2012 году, он начал делать то, что предвещало вот очень жесткие шаги во внешней и во внутренней политике, а 2014 год уже как бы расставил все точки над «и». А, тем не менее, вот 2020 год был некой подготовкой к 22-му, я имею в виду изменения в Конституции. 20 И год, отравление Алексея Навального. да, недооцененный год в этом смысле. Он просто был решающим годом пятилетки, что называется, и предопределил во многом 22-й. Ну, а дальше просто открылись все шлюзы. Все позволено. Перейдены границы в таком как в государственном смысле, да, в геополитическом, но и перешли границы во всем остальном, в морали, в нарушениях собственной конституции, собственных законов. Вообще вся конструкция, которая строилась годами, с потом, кровью и слезами, да, она просто разрушена. Главное, в этом строительстве сам принимал участие Путин в какой-то степени когда-то, да, какие-то там реформы пытался делать, его считали как бы авторитарным модернизатором, в результате авторитаризм получился, модернизации нет. И, кстати, вот это относительная неудача модернизации, но все-таки в обществе она произошла, может быть, действительно сподвигнула его к движухе. Ну, что-то вот как-то вот скучновато, а вот захотелось чего-то большего, царицей мира стать. А, И вот мы здесь долго можем копаться в этих мотивах, но мы получили действительно какое-то вот гибридное между авторитаризмом и тоталитаризмом государства, с апелляцией к традиционным ценностям, к русскому мессианству. Все это мы хлебаем полной ложкой сейчас здесь. Вот человек построил такое государство, которое хотел построить. На мой взгляд, он этого хотел с самого начала. Можно как бы с этим спорить, но мне кажется, 2000 год уже был ну, в большей или меньшей как бы, по степени понятно, куда все будет двигаться. Только с Ну, как надеждой. ты помнишь, одна из программ его называлась «Особый путь России», ее потом как бы задвинули, как бы стыдно немножко стало, представили другую, но ровно там это все и было написано. Андрей, а ну вот говоря, поскольку я прошу прощения, что я тороплю, А я а все-таки вот Новая Ялта, это, это насколько это все серьезно? То есть ты серьезно думаешь, что Путин сейчас вместе с Китаем и Соединенными Штатами, с Трампом и даже в какой-то степени с Эрдоганом попытаются переделить мир, а убрать в сторону других англосаксов, Европу и так далее, и что они будут, правда, переделывать мир? Это реально? Вот есть ощущение, что они все так думают, по крайней мере. Это как бы возвращение, конечно, очень архаического мышления 19-20 века, когда все мыслили в терминах сфер влияния, и когда большие державы решали за малые державы, как им жить. Опыт 20 века тому свидетельство. Это действительно возвращение к какой-то к старым нормальности, да, что тогда как бы казалось почти естественно. Есть ощущение, что и Трамп верит в такую возможность. Председатель Си тоже достаточно специфическая фигура. Ну и вот в пандан к ним Путин мыслит в тех же самых архаических категориях. Вдруг они вот вернулись с этим самым старым экспансионистским мышлением. И почему бы им как бы не договориться? Я думаю, что их бы все это как бы устроило. Это твое, а это мое. Причем в каком-то смысле это означало бы на какое-то время, возможно, заморозку, ну, по крайней мере, так сказать, ключевых конфликтов. Вот окей, мы договорились о новом железном занавесе. У нас холодная война 2.0, да, мы воюем друг с другом, но вот это перпетум мобиле, это противостояние невозможно остановить, но другими средствами. Мы не шарашим ракетами, значит, куда-то там и не получаем в ответ дроны, там, которые пролетают в нефтехранилище. Такой как бы неустойчивый мир, гораздо более неустойчивый, чем холодная война
один на самом деле, которая была, ну, все-таки работала по каким-то правилам после нескольких кризисов, включая там Карибский кризис и неприятные сюжеты в начале 80-х годов, когда Андропов вел себя, в общем, тоже достаточно опасным образом с этим, с корейским Боингом и, значит, со срывом соглашения о ракетах средней и меньшей дальности и так далее. Тоже был опасный момент, на самом деле. Но какая-то передышка, да, вот поделили мир, успокоились на некоторое время, пока сами они не уйдут. Уйдет Трамп, уйдет Си, уйдет Путин. Когда это будет, никому не понятно, но ну вот пока договорились вот об этом. Это, конечно, так сказать, сценарная фантазия, да, но тем не менее, мне кажется, они этого хотят, и в этом смысл их переговоров. Вроде как об Украине, и при участии Украины, ни слова, значит, об Украине без Украины, как говорят европейские лидеры, и правильно говорят. Но, тем не менее, вот посыл, возможно, такой. Ну, опять же, это вот один из сценариев, как мне кажется. Спасибо. Андрей Владимирович, Трамп заявил о том, что Соединенным Штатам ради безопасности нужна Гренландия и нужен Панамский канал. Ну, еще предложил, значит, Канаде стать 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. Вопрос. Значит, с одной стороны, логика, то есть аргументы, которые мне приходится читать и слышать, заключаются в том, что Панамский канал стали довольно активно контролировать китайцы, и вокруг Гренландии ходит очень много кораблей Китая и России, и поэтому вопросы безопасности Соединенных Штатов Америки требуют контроля или базы в Гренландии. Насколько это все серьезно с вашей точки зрения? Трампом никогда ничего не известно. И говорит он очень много разных вещей и очень много разных интерпретаций, почему он это говорит и зачем он это говорит. Но я думаю, что ничего этого не будет реально, как и не будет никакого, собственно, сговора с Путиным. Будет что-то такое посередине, то есть Мюнхен, но не подписываемый. Ялтинское соглашение, которое, кстати, Запад так не рассматривал, как Сталин, и поэтому и началась тут же холодная война, буквально сразу же, да, после окончания последних залпов или даже до окончания залпов, особенно в Азии, значит, Труман сказал, что подождите, Иосиф, мы так не договаривались, какую Польшу ты, какой железный занавес, какой стати вообще, сфера интересов там, это сфера ответственности за то, чтобы там оккупационные войска держать и так далее в разрушенных странах, но не контролировать эти страны и не навязывать свой строй и так далее. И это и было началом и продолжением, и окончанием холодной войны. Значит, поэтому и там это было несколько, так сказать, преувеличено. Это советская интерпретация, Ялтинский мир там и так далее. Но хорошо, неважно. Значит, и здесь тем более ничего этого не будет, никаких соглашений таких не будет. Это будет де-факто. Де-факто это будет Ялта, если он не захочет помочь по-настоящему Украине. Теперь в этих районах, там, я думаю, то же самое будет. То есть будет месиво. Вообще, понимаете, я не хочу ничего сказать. Я живу в Америке, да, я являюсь налогоплательщиком, тут уже 15 лет. И для меня это, для моих детей, там это родная страна, в конце концов, уже сейчас, что они маленькие были. То есть, одним словом, я болею за Америку, может быть, почти не меньше или там не меньше, чем за Россию. Но и это, конечно, неприятно. Но ничего, скорее всего, вообще, почти ничего из того, что говорит Трамп, в буквально таком смысле не будет. То есть он говорит, что он снизит там в 2 раза чуть ли не цены в магазинах. Но вы живете в Америке, вы понимаете, что этого не будет. Значит, это контроль цен и так далее. Это Америка должна стать Советским Союзом. Даже Путину не по плечу пока вводить контроль цен, да, ну то есть и так далее. Вот снижение цен на нефть, там, о чем мы уже говорили, ну и полно всякого такого и по внутренней, и по внешней
политики. Значит, что касается той самой Гренландии, ну, это вообще штурм открытой двери. Понимаете, это человек ломится в открытую дверь, потому что Гренландия – это часть там, неважно какая юридическая формулировка, но это часть Дании, это зона НАТО, там уже есть большая база американская военная в Гренландии, никто этой базе не мешает. Если США захотели бы, и может быть этим и кончится, создать базу еще где-нибудь там на севере этой самой Гренландии, то я думаю, что там все будут просто счастливы, потому что вообще-то страны конкурируют за американские инвестиции, но это то же самое касается там металлов, там всяких, да, вот, и так далее, там редких, за американские инвестиции, да вообще за инвестиции. Сейчас идет война, это и есть Третья мировая война за инвестиции. Поэтому гренландцы, в каком бы там виде они ни были, и датчане, и вообще все будут просто счастливы, если Америка инвестирует деньги в развитие там экономики, добывающих отраслей. И если создадут базу еще в 2 раза, потому что база всегда выгодна странам, которые их принимают, это огромный источник дохода, а при том, что там и народу-то нет никого, там сколько там, 60 тысяч, говорят, живет, то для них это просто манна небесная, если приедет еще одна американская база. Это рестораны, это там все, что хотите. Значит, поэтому это вообще непонятно. То есть это просто, вот я говорю, ломиться в открытую дверь. Значит, Панамский канал, там ситуация несколько сложнее, там все время идут споры. Ну, конечно, вот не надо совершенно захватывать, не надо устанавливать обязательно суверенитет. С Панамским каналом там можно отрегулировать ситуацию вполне. Его, кстати, обслуживание стоит очень дорого. И если Америка захочет увеличить там поток или другие страны, ну, это как Суэцкий канал, там, наверное, придется платить, но тоже есть ограничения. Мы же понимаем, что ни один там хозяин канала не поднимает цены выше того, что реально может быть на рынке и так далее. Ну, то есть Дарданеллы там и так далее. Это вообще мне очень смешно, потому что это звучит как помешательство русских царей и, значит, Сталина, и потом там у кого голова от этого кружилась, что вот нам нужно, да и сейчас особенно, конечно, в России, что нам обязательно надо захватить проливы, там вот эти вот черноморские и так далее. Ну, это примерно на том же уровне. То есть это какие-то претензии, которые, наверное, нереальны и которые не нужны. То есть это все можно решить, если там есть экономические проблемы, финансовые, это дорого, там что-то такое не нравится. Присутствие Китая, ну, надо конкурировать. Вы понимаете, что дело? Америке надо конкурировать, как и России, как и всем остальным. Это конкурентный мир, это не многополярный мир. Многополярный мир – это фантазия, это просто пугало. А вот то, что мир взаимозависимый и экономически взаимозависимый, да, и в нем надо конкурировать. И это серьезный конкурент Китай. Но с ним войной это не решится. Значит, это решается только путем экономической конкуренции. Но так как... И, кстати, это все преувеличено, на мой взгляд, сильно. Потому что, когда я, помню, первый раз приехал в Америку 50 лет назад советским дипломатом, было просто тут полоумие в Америке, что вот нас, значит, перехватывает Япония, что Япония теперь там будет гегемоном мира, что вот мы выиграли войну у Японии, но проиграли там мир, экономику и так далее. Ну, вот мы с вами видим тут на улицах эти Тойоты бегают и полно всего остального, и корейские машины, и немецкие, а американские машины, они очень хорошие, кстати, неплохие совсем, но не пользуются они, то есть никакого, ну ничего, значит, но это экономическая конкуренция, зато в других областях Америка там непревзойденная, и вообще экономика Америки, конечно, самая мощная и так далее. Но экономические проблемы решать военным путем – это не только прошлый век, но это тупиковая ситуация. И Америка, скорее всего,
на это не пойдет, потому что здесь все-таки есть Конгресс, здесь есть Верховный суд, но вот мы видим решение Верховного суда, особенно, конечно, показательное было по утверждением Трампа, что он выиграл те выборы в 2020 году. И вот этот состав Верховного суда, в котором 4 там таких консервативных, которых, кстати, он там назначал судей, они это не приняли, просто отшвырнули и все. Значит, Верховный суд уже тогда показал, что он совсем не будет соглашаться. Теперь вот недавно решение Верховного суда то же самое, что они сказали, нет, Трамп хочет этого, а эти хотят этого, мы не будем в этом участвовать, и не получилось. Значит, то есть это говорит о том, что Верховный суд тоже сохраняет определенную верность Конституции и нейтралитет и так далее. И Конгресс еще тоже еще не значит, они стараются пойти. Я сейчас, вот у меня такое впечатление, что у многих в Конгрессе такое же отношение, как и у меня. Оно сводится к тому, что вот есть новый президент, он законно избранный, честно, законно избранный, и к нему надо относиться с большим уважением. Поэтому, когда я говорю, что там Трамп говорит там что-то такое, это я говорю это с уважением. Да, он говорит, он так выиграл, он обещал там что-то такое. Но, кстати, никакая Гренландия там и не вот эта новая его внешнеполитическая повестка, она в предвыборной кампании вообще не звучала. То есть это вот сейчас откуда. То есть вы думаете, это такой троллинг Китая, но за этим ничего не стоит? Да, за этим, может быть, вообще ничего не стоит, кроме фантазии. Вот почему вначале я говорил, что меня беспокоит то, что это становится распространенным, как вам сказать, ситуация пожеланий, вот этих фантазий, вот надежды на что-то. Вот Трамп, вот он проснулся там вчера с левой ноги, вспомнил про Гренландию и сказал об этом. Он такой открытый человек, вот он такой человек, который все говорит. Но около него Маск, который поддерживает право в Германии, правах Великобритании, и о нем, когда вы начинаете спрашивать, почему Маск это делает, вам говорят, ну вот вам к власти в Америке пришел белый расист с нацистскими наклонностями. Но он не у власти. Маск, он не у власти, он просто имеет там контакт, личный контакт. 230 миллиардов долларов и практически не вылезает из виллы, с виллы во Флориде Трамп. Но 230 миллиардов долларов – это не украденные миллиарды. Это да не украденные, я же не говорю, но просто денег много. Значит, он гений в ряде технических областей. Он технический гений, это, мне так кажется. Это совершенно ясно. Отсюда миллиарды. Но не всякий технический гений, гений в политике и во многих других вещах. Конечно, но он делает заявление, которое вызывает, прямо скажем, напряжение. Ну да, потому что он это, но он не президент США. И я думаю, что Трампу скоро надоест, если его будут сравнивать все время с президентом и относиться к его заявлениям так, как будто они там прямо из Белого дома. Это быстро кончится, потому что Трамп хочет быть первым, главным. Вот как Путин хочет быть Екатериной II, там, и, значит, то этот хочет быть, то есть императором. Вот. Так этот тоже хочет быть императором, главным. Он до этого добился, это его мечта и так далее. И заявления только он будет делать по-настоящему и так далее. Поэтому это сейчас еще разминочный момент. Вот подождем, через неделю он станет настоящим. Он же еще, кстати, еще и не настоящий президент. То есть даже вот эти все территориальные заявления, они пока заявления, по сути, частного лица. То есть это нельзя сказать, что это политика теперь Америки. Да? Политика Америки это станет только потом, когда он начнет как президент что-то говорить. Может, он это все, конечно, будет повторять, не исключено. Но я просто, тем более Маск. То есть мне кажется, что к Маску надо относиться спокойно. Понимаете, миллиарды, да, но не миллиарды правят. Вот в прошлый раз, если вы помните, была выборная кампания, и
Блумберг, замечательный человек, умнейший и так далее. Кстати, замечательный предприниматель тоже, и даже был мэром Нью-Йорка, на мой взгляд, исключительно 3 успешный. срока. Мгм. Да, и так далее. Вот, но он хотел пойти в президенты, и он потратил бешеные деньги на это, потому что он тоже вот такой мультимиллиардер, как, ну, не такой, может быть, большой, но большой. Вот, миллиардер. И он смог потратить, в общем, неограниченные, по сути, деньги на избирательную кампанию. Что он и сделал. То есть по деньгам это, наверное, пока рекорд. Но не прошло ничего, то есть не получилось у него, не только не президентом, там близко к этому не было. Значит, поэтому деньги в Америке, как и в других местах, люди любят деньги, да, и все мы любим деньги, вот. И ничего в этом плохого я не вижу, но они не решают политику. И поэтому к Маску я относился спокойно. А то, что иногда гении, ну, я не знаю, вот людям я бы посоветовал почитать биографию, например, Эйнштейна, Альберта Эйнштейна. Вот тоже гений, космический, там, ракетный, технический, математический и так далее, но абсолютно бесспорный. Да? Это гений из гения. Но в биографии там можно найти довольно интересные моменты, интересные заявления в другой жизни его, не относящиеся к теории относительности. То есть его другие убеждения, заявления и мнения, они весьма относительны. Вот это у него две теории относительности. Одна теория относительности гениальная, а другая теория относительности даже по отношению к обычному нормальному человеку. Ну, наверное, знаете, те, кто верит в Бога, наверное, могут сказать, Бог вот так дает. Вот он в одном чем-то дает, а в другом нет. Ну, может сказать, что это природа так дает. Кому-то дает вот гений в одном. Но гений, который всеобъемлющий, я таких не знаю, честно говоря. И, по-моему, в истории таких, ну, были, конечно, там какой-нибудь, не знаю, Аристотель, но тогда общий объем знаний был, конечно, очень маленький, ограниченный. Сейчас, наверное, там десятиклассник имеет примерно такой объем знаний, как имел Аристотель. И тогда можно было быть гением во всем. Вот. Хотя некоторые его постулаты оспариваются, уже оспорены. Я просто говорю к тому, а сейчас быть гением во всем невозможно. Но я рад, что Маск гений, и меня радует, что в Америке не тот, кто присвоил, я не хочу использовать слово «украл», просто присвоил нефть, там нефтяные месторождения или газовые месторождения, становится мультимиллиардером, а становится вот такой бесспорный технический гений, как Маск. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Все это очень интересно. И, в общем, вывод из этого нашего крайне любопытного для меня разговора, я надеюсь, что и для другого Андрея Владимировича тоже, Колесникова, это было интересно, это то, что мы пока имеем дело с хотелками, как минимум одного будущего президента Соединенных Штатов, инаугурация которого состоится через неделю, а второго действующего, хотя легитимность этого президентства под большим вопросом, Владимира Путина. Но, тем не менее, мы находимся в зоне абсолютной неопределенности по-прежнему. Вот. Я очень благодарна за этот разговор. Я надеюсь, что мы вернемся еще к этой теме, потому что об этом просто интересно говорить и думать. Я благодарю Андрея Владимировича Козырева, министра иностранных дел Российской Федерации в 1990-1996 годах, и Андрея Владимировича Колесникова, колумниста newtimes.ru, его колонка вы сегодня можете прочитать на сайте нашего издания. Спасибо вам большое и услышимся. Я говорю нашим слушателям, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, как всегда, услышимся через неделю. Пока-пока. Я всегда готов, особенно с Андреем. Спасибо. Спасибо.